ready to learn? Ну что, вы готовы учиться? But I don't want to just jump in without some kind of introduction. Но я не хотел, чтобы мы сразу отправились в изучение без какого-то типа... So, these are pictures of me and my international teaching ministry. Вот фотографии меня и моего библейского служения международного, как вы видите. In Europe and the Caribbean. В Европе, на Карибских островах. That's Madrid. Это Мадрид был. Russia. Россия. Нигерия. South Pacific. Южно-Тихоокеанский регион. So I bring my children with me when I can. Я беру своих детей с собой, когда я могу. Which is not always easy because school is very Конечно, busy. не всегда легко, потому что они в школе. Central America, Центральная Америка, back to Africa. потом опять в Африку. In fact, 2 years ago, they made me a chief. They had a ceremony and they appointed me an African chief. That's me. Это я, у них была церемония, они дали мне африканскую одежду. No, I will not email that picture to you. Вот. Извините, я эту по интернету не отправлю вам. Japan. Япония. I've been writing and producing audio. Вот, я пишу, произвожу аудиозапись тоже. And these are some of the places I've been able to go. Вот, since the teaching ministry began, 1992. С 92 года вот до сих пор я посетил все эти места, которые отмечал. Don't worry, be happy. We'll take care of all problems. Он просто поет эту песню, которая у кого-то играет. This is my family. Это моя семья. As you can see, my son James, who is a second-year university student. Мой сын Джеймс, он уже на втором курсе университета. And then you can see my daughters Emma and Lily. Потом мои дочери Эмма, Лили. James and Emma were born in Europe. James and Emma were born in Europe. Они родились, да, Джеймс родился в Европе. But Lily is Asian. She's actually Chinese. Да, и Эмма. А Лили, как вы поняли, она из Азии, она на самом деле китаянка. We were so surprised when she was born. Мы так удивились, когда она у нас родилась. One in every 5 children is Chinese, so statistically it was going to happen eventually. Мы думали, все равно 1/5 населения это китайцы, так что статистически это когда-то должно было произойти. My wife Vicky is British. Вот, моя жена Вики, она из Англии. And I'm not. И я нет. So we have a cultural gap in the family. Так что у нас есть такой культурный Now, what is the purpose of this series? промежуток. Какая цель нашей сессии Because сегодня? today we're beginning a 2-year teaching program. Потому что сегодня мы начинаем нашу 2-летнюю программу обучения. Well, there's the first purpose. Вот первая цель. Компетентность. Компетентность. We want you to be more competent. Мы хотим, чтобы вы стали более компетентными. To have a higher ability. Чтобы у вас была более высокая способность. To interpret the scriptures. To understand church history. Понимать историю церкви. And to be able to teach other important areas. И были способны учить других в важных областях. With competence comes the second thing, which is confidence. С компетентностью приходит следующая вещь, которая называется уверенность. As leaders, we want to have confidence. И как лидеры мы хотим, чтобы у нас была уверенность. But without competence, confidence is just pretending. Но без компетентности уверенность это только притворство. Maybe not everybody in the room is a leader. That's okay. И может быть не все в этой комнате лидеры, но это нормально. Because this course will help anyone who wants to go deeper. Потому что этот курс он поможет каждому, кто только хочет отправиться глубже. To develop competence. Вот чтобы выработать в себе компетентность. And the resulting confidence. И как результат этого уверенность. And thirdly and finally, this gives credibility. И в конце концов это порождает доверие. And credibility is how other people look at us. И доверие это то, как другие люди смотрят на нас. It's really important that as disciples of Christ, we don't discredit the message. Потому что это очень важно, чтобы мы, как ученики Христа, не дискредитировали послание. And so I know that we will work very hard in our studies. И я знаю, что мы хотим работать тяжело в нашем изучении. Do you understand these 3 goals? Понимая все эти 3 цели. Да, он спросил, вы понимаете, какие у нас цели? Good.
let's begin the first class. Так что давайте начнем первый класс. As you can see, we begin with some overview, and then we're going to talk about the Roman Empire. Мы начнем с некоторого обзора, и первое, о чем мы будем говорить, это Римская империя. Just an overview. Просто обзор. And I remember, my Russian is very bad, you know. И я помню, что мне нужно, мой русский очень плохой, как вы знаете. I know only a few words, Знаю только несколько слов. like книга Как книга, and карандаш, карандаш. окно. Пожалуйста. So my translator Так что мой переводчик is working harder today than I am. работал. Хорошо поработал. Переводи, пожалуйста. Он работает сегодня тяжелее, чем я. Because I only have to worry about one language. Потому что мне нужно беспокоиться только об одном языке. He has to listen to me and to himself. А ему нужно слушать себя и самого себя потом. And when you translate, all the thoughts they start colliding in your brain. There's collision. Yeah, hitting each other like car crash. Да. И когда он старается переводить, у него эти мысли, они сталкиваются одна с другой. So I do want to thank you in advance, Pasha. Так что хочу тебя заранее поблагодарить. Okay, let's begin. What is this course, this New Testament survey? Итак, что же собой представляет этот курс «Обзор Нового Завета»? And what we're doing, each morning we'll do the New Testament survey, and each afternoon we'll do the other course, which is New Testament interpretation. И то, что мы будем делать, это каждое утро нашего курса мы будем делать обзор Нового Завета, а после обеда мы будем делать толкование Нового Завета. Well, we are not going to be as focused as a commentary is. This is a broad overview, a panorama. Да, конечно, мы не будем настолько сфокусированными, как предлагают комментарии, потому что они предлагают целую панораму библейскую. We are so fortunate to have a New Testament. И, конечно, мы счастливы, что у нас вообще есть Новый Завет. Because most Christians in most of history did not have a Bible. Потому что на протяжении большей части христианской истории христиане не имели личную копию Библии. Bibles are expensive. Библии были очень дороги. And not only expensive, И не только дорогие, but they were in the possession really of churches and rich people. но они также были в собственности церквей или очень богатых людей. When the printing press was invented А когда был изобретен печатный пресс in the 1400s, в 1400-х годах, that set the foundation for the translation of the Bible into languages people understood in the 1500s. это заложило основание для будущего перевода Библии на те языки, которые люди могут понимать в 1500-х годах. And I think we need to be very appreciative that we have Bibles at all. И я думаю, что нам вообще нужно быть очень благодарными, что у нас вообще есть Библия. We need to be readers. We need to be readers. Да, нам нужно быть читателями, извините. It's against our culture. И это против даже нашей культуры. We live in a society that's becoming more and more anti-intellectual. Мы растем в обществе, которое все больше и больше становится какое-то противоинтеллектуальное. The technological revolution is not all bad. Потому что техническая революция, с одной стороны, она не так уж плоха. Can I call it the video revolution? Мы могли бы назвать ее видеореволюцией. But sometimes it makes us academically impatient. We can't focus for more than 20 seconds. Но иногда это делает нас академически неспособными. Мы не можем фокусироваться на чем-то больше, чем на 20 секунд. If you have children, you see this even more. Вы наверняка это даже гораздо сильнее заметили. Because many children are allowed by their parents to become very distracted. Потому что многим детям родители позволяют быть настолько отвлеченными. The Bible tells us to love God with all of our heart. И Библия учит нас, чтобы любить Бога от всего нашего сердца, but also with all of our mind. но также всем нашим разумом. You say, but I was never a good student. И можете сказать, но я никогда не был хорошим студентом. Or, well, I finished school many years ago. Или я закончил школу уже давным-давно. So I'm a bit slow now. И вот, так что теперь я замедлился вообще. Well, it's okay. Ну нормально. You can return because all Christians are students. Ничего, сейчас мы возвращаемся к этому, потому что все христиане, они студенты. What is a disciple? Что значит ученик?
Ученик is a student. That's what it means in Greek. Ученик это как раз и обозначает студент. Это что значит это по-гречески? And so you're all students. Так что мы все студенты. We love God with all of our minds. Мы любим Бога всем нашим разумом. And so that means we read the Bible and anything else we can read that will help us to know God's Word. И это значит, что мы читаем Библию, читаем все, что угодно, что только может помочь нам лучше понять Слово Бога. Now we are reading the New Testament on different levels. И мы можем читать Новый Завет на различных уровнях. First we read the actual verses. Во-первых, можем читать просто стихи. The verses were added in the 1500s, the 16th century. Да, нам нужно помнить, что вообще сами номера стихов они были прибавлены в Библию в 16 столетии только. Did you know that? Знали ли вы об этом? So the verses are not inspired. Так что номера стихов, они не вдохновлены Богом. Some people try to play number games with the verses as though they were inspired, but they're not. They were added in just 500 years ago. Некоторые люди, они пытаются играть, знаете, в игру по номерам стихов, какой стих выпадет, но они не правы, потому что стихи, номера не вдохновлены Богом, они тут в 16 веке добавлены были. Now, they are important though. Но они важны. And in this course, we'll make sure you learn at least 100 useful New Testament passages. И на протяжении этого курса мы выучим с вами по крайней мере 100 полезных отрывков из Нового Завета. Now, the chapter numbers are a little bit older than the verse numbers. И чуть-чуть позже, чем номера стихов, появились главы. So when I like to study biblical manuscripts. Мне нравится изучать библейские манускрипты. If I'm reading a manuscript from the year 1000. И когда я читаю манускрипт с 1000 года примерно, they have chapter numbers. Вот, у них уже есть номера глав, but no verse numbers. Но нет никаких номеров стихов. I don't know when they first put those numbers in, but they are very useful for reference. Вот, я не знаю, кто впервые разбил все это на главы, но они очень полезны. My hope is that we will become familiar with all 260 New Testament chapters. И я надеюсь, что мы с вами станем знакомы со всеми 260 главами Нового Завета. My goal is to know what's in every chapter of the Bible. Моя цель это знать, что находится в каждой главе Библии. So you could say the book and chapter, and I'll know what's there. Так что вы можете сказать мне книгу и главу, я вам скажу, что находится в этой главе. And you say, wait a minute, Douglas, you mean including the Old Testament? И вы можете сказать, ты что, ты имеешь в виду, включая и Ветхий Завет тоже? Yes. Да. Because that's now, with the whole Bible, it's almost 1,200 chapters. Так что со всей Библии это практически 1200 глав. But next year we'll work on the Old Testament. This year, New Testament. И в следующем году мы начнем работать над Ветхим Заветом. В этом году над Новым, но в следующем году. Then the third level would be the book level. И наконец третий уровень это уровень книг. Now this is a new thought to many Christians. И это новая мысль для многих христиан. Because if I ask them, what is the purpose of a book of the Bible, or what is the theme of the book of the Bible, they don't know. Потому что иногда я спрашиваю, а какая цель определенной книги Библии, или какая тема вот этой книги из Библии? Они говорят, не знаю. And let me ask you. И позвольте, я вас спрошу. What is the theme of Hebrews, the book of Hebrews? Какая тема книги к евреям? Some of us might say, some of us might say, кто-то из вас может сказать, it's written so that we won't go back to the old religion. Это написано, чтобы мы не вернулись к старой религии. We won't fall away from God and go back to Judaism. Чтобы мы не ушли от Бога и не вернулись к иудаизму. But most of us won't say that. Но большинство из нас не скажет этого. Because we don't look at Hebrews as a whole book. Потому что мы не смотрим на книгу к евреям как на целую книгу. We look at it more as a container. Мы смотрим на нее больше как на контейнер. A container for several useful verses. Контейнер для нескольких полезных отрывков. Like 11:6. Например, как 11:6. Or Hebrews 3:12. Или как 3:12. Or Hebrews 10:24. Или как 10:24. We're thinking about it on level 1. Смотрите, мы просто возвращаемся на тот первый уровень. Usually not level 2. Вот, и часто мы даже не опускаемся на второй уровень. If I say level 2, you think of Hebrews 11 because that's the big chapter about faith. Потому что если говорить о втором уровне, когда я сказал к евреям 11 глава, тогда вы должны понимать, это целая глава о вере.
But this is to focus too intensely on a small part of Hebrews. Но часто люди, они намеренно фокусируются только на маленьких частях этой книги. We must ask, why is this book in the Bible? Мы должны спросить себя, почему эта книга вообще в Библии? What is the theme? Какова тема ее? Why is 3 John in the Bible? Почему третье послание Иоанна находится в Библии? What is the situation? Что за ситуация? And if you don't know, И если вы не знаете, then you're not using the New Testament properly. тогда вы не используете правильно Новый Завет. What is the difference between Mark's Gospel and John's Gospel? В чем разница между Евангелием от Марка и Евангелием от Иоанна? And so forth. И так далее. We'll talk about all of this in this course. И мы будем говорить обо всем этом на протяжении нашего курса. So we want to read at the verse level, the chapter level, but especially the book level. Так что мы, конечно, хотим читать на уровне стихов, глав, но особенно на уровне цельных книг. Then another level would be the level of Zavit. Завет. Yes. So how do И следующий уровень это уровень целого завета. what is the difference between the two covenants? Теперь, в чем разница-то между двумя заветами? And how do they relate to each other? It's an Как area они of confusion. относятся друг к другу? Это целая область заблуждений. And then of course the last level would be И, конечно, последний уровень the Bible itself. это будет полностью вся Библия. To have a biblical theology, we have to stand back far enough that we can see what's happening in this book. Да, чтобы говорить о библейском богословии, нам нужно отойти немного назад, чтобы увидеть эту большую картину. Now, let's become more colorful. Так что давайте раскрасим это все сейчас. Yeah, the point is that you can do it. И момент You здесь can learn this в том, что material. вы можете это сделать, вы можете выучить все это. But the biblical story takes place in space and time. Но библейская история, нам нужно помнить, она случилась во времени и в пространстве. In other words, in 4 dimensions. Другими словами, она произошла в 4 измерениях. Maybe there are more than 4 dimensions, but we know for sure about the 3 spatial dimensions and the 1 temporal dimension. Да, может быть, она произошла и в гораздо большем количестве измерений, но что мы можем с уверенностью утверждать, что, по крайней мере, в 3 пространственных и 1 временном она точно произошла. Douglas, you said you'd be colorful. Now you're getting more academic. Да, ты сказал, что сейчас мы как-то, это будет гораздо более интересным, мы становимся более академичными. Be patient. Будьте терпеливыми. How is your history? How's your geography? Как у вас география, как у вас история? Because the stronger it is, Потому что чем лучше вы в этом, the more you enjoy the Bible. тем больше вы получите удовольствие от Библии. The weaker it is, А чем слабее вы в этих областях, the more confused you get. тем больше заблуждений вы впадете. I'll return to this idea in a moment. Я вернусь к этой идее через какой-то момент. Now, pardon my Roman script. Excuse me for the Roman script. Извините за это латинский буквы, да. If I put the names of these cities here, Если я поместил имена этих, or I put this map up on the board, имена этих городов, или вот эту карту поместил бы, you're not confused, are you? да, вы, конечно, или вот эту карту, да, вы же не запутаны, вы знаете, Because for most of you, this is your country. потому что для большинства из вас это ваша страна. So if I said the Babylonians are coming and they're going to destroy Lviv or Kharkiv, Например, если бы я сказал, вавилоняне наступают, они собираются разрушить Харьков или Львов, that means something to you это значило бы что-то для вас. because you know these cities, or maybe you visited them. Потому что вы знаете эти города, или, может быть, побывали там. Last time I was here, Вот последний раз, когда я был здесь, remember we had a chance to go to помнишь, мы съездили в Чернобыль с тобой, да, и Pripyat. и в Припяти мы были. I got to go here. Вот. You know that place? Вот это место. Днепропетровск. Узнаете? Днепропетровск это. See, to someone outside your world, he says, Chernobyl, what's that? Для кого-то, кто вне нашего мира, если вы скажете ему Чернобыль, он скажет, это где вообще? And it's very sad. И это очень грустно. I talk to so many people now Я говорю со многими людьми сейчас, in other countries, в других городах. and they say, what's Chernobyl? И они меня спрашивают, а что такое Чернобыль? I'm serious. И я серьезно. Even educated people, they don't remember. Даже очень образованные люди, они просто не помнят. Or they don't care. I don't know what the Или, difference is. да, или они просто не волнуются об этом, я не знаю, что даже разница между двумя вещами. See, do you understand Ukraine Смотрите, вы понимаете Украину, if you don't understand Chernobyl? если вы знаете, где Чернобыль? Maybe. Возможно.
But this is an important part. Но это важная часть, так ведь? And geography helps. И знать географию, это помогает нам. This is a picture of the radiation cloud. A map of the radiation cloud. Да, вот эта картина радиоактивного облака, которое возникло после взрыва Чернобыля. It certainly means a lot to the people in Belarus. И, конечно, это значит многое для людей из Белоруссии. That's where I'm going after I'm here. Вот. Это куда я собираюсь поехать после того, как побываю здесь. But you see, a little bit of history. Смотрите, немного истории. April 1986. Апрель 1986 год. A little bit of geography. Немного географии. And things start making sense. И вещи начинают иметь смысл. You don't have to know a lot of history. И тебе не нужно обязательно знать много истории, To understand the Bible. чтобы понимать Библию. You don't have to know a lot of geography. Тебе не нужно знать много географии. But you need the basics. Но тебе нужно знать основы. So when we go to the unfamiliar, when we move from the familiar to the unfamiliar. Так что мы сейчас будем двигаться от знакомого к незнакомому. Okay, do you know where these cities are? А вы знаете, где находятся эти города? Атланта. And you say, well, what is that? Можете сказать, что это вообще такое? This was given to me by a doctor, a pathologist. Это дал мне один доктор. Patholog? Patolog? Patholog? Yeah, and so you can see, this is the capillaries, the bloodstream. Да, вот это капилляры, по которым проходит кровь. No, of course not. It's not capillaries. This is a map of Georgia. Нет, это карта Джорджии. Which Georgia? Caucasian Georgia or American Georgia? Извините, какая, ну, по-английски это звучит, какая Грузия, да, Джорджия стан? Это которая находится на Кавказе Грузии или которая находится в Америке Грузии? Вот, и на самом деле есть разница в этом, так ведь? How many of you know where these places are? А где вот эти города находятся? Норвегия. Yeah, they're all in Norway. Да, они все в Норвегии. I've been to those places. Я тоже был там. But if you don't have any idea where they are, then when someone's talking about them, you tune out. It doesn't connect. Да, но если кто-то говорит об этом, вы даже не представляете, где это, у вас нет никакой связи с этим человеком. How about these places in the Bible? А как по поводу, где находятся эти места в Библии? They're important. Иерихон, да, Вифания, да, Вифсаида, Вифлеем. Yeah, not Bethsaida. But we will talk about that later. Yeah. But they are important in the Bible. Но они важны все в Библии. If you know where the Sea of Galilee is, that helps your New Testament reading. Если вы знаете, где находится Галилейское озеро, это помогает вам, когда вы читаете Библию. And south of the Sea of Galilee is the Jordan River. Вот, и Иордан вытекает потом из южной части этого озера. This is a view from Mount Carmel. Вот это вид с горы Кармел. Красиво, да? Кармел. You see, all this takes place in geography. Смотрите, все это произошло в какой-то географии. Most of the Bible story takes place in the eastern part of the Mediterranean world. И большая часть библейских историй она произошла на восточной части Средиземноморья. And so I encourage you, don't be afraid of geography. И я хочу вдохновить вас, не бойтесь географии. Because this helps things come to light. Потому что это помогает вещам оживать. Because when you don't know the geography, Потому что если вы не знаете географию, you will make mistakes. вы точно будете делать ошибки. When you don't know the history, А если вы не знаете истории, you make mistakes. вы тоже будете делать ошибки. Now, for you who live in Ukraine, Для вас, кто живет в Украине, the former Soviet Union, в бывшем Советском Союзе, do these dates mean something? эти даты значат что-то? I know there are more. Да, я знаю. Они значат. These are significant. I just finished reading a history of the Baltic nations yesterday. Я только вчера закончил читать историю балтийских наций. I know these are important dates. Я знаю, какие у них важные даты. And so if I said, hey, Если бы я сказал, эй, I have a good perspective on Russia and the USSR. у меня есть хорошая перспектива России и Советского Союза. But I have no idea what those years are. I don't know. Но я даже вообще не знаю, что это за цифры. Без идеи. Probably I don't have a good impression, a good understanding of Russia. Наверняка у меня совсем не очень хорошее понимание, что в России. To me, Russia is just men wearing hats made out of the skin of a bear, Для меня dancing like this, you know. Для меня Россия это мужики, которые носят шапки-ушанки и танцуют, как он показал. I think I understand, but I don't understand. То есть я думаю, что я понимаю, но на самом деле я не понимаю. You know, if I think Siberia is just ice and snow,
Вот, если я думаю, что Сибирь это только лед и снег. Actually, I have been to Siberia. На самом деле я был в I was Сибири. there in the summer and it was hot. Да, я был там летом, и было жарко. See, we have impressions. Смотрите, у нас есть впечатление. And that's the problem. Вот, и вот в этом проблема. Many Bible students think they know what the Bible says. Потому что многие студенты Библии, они думают, что не знают, о чем говорит Библия. They have confidence, У них даже есть уверенность, but geographically and historically they don't have competence. но географически и исторически у них нет компетентности в этом. If we talked about dates in New Testament history, Если мы будем говорить о датах в истории Нового Завета, these are some dates that would be important, yes? вот несколько дат, которые важны. Правда? First, the year the church began. Смотрите, конечно, первый это год, когда началась церковь. Then the year Paul was baptized. 33-й это когда Павел крестился. Maybe it was 1 year earlier or 1 year later. Может быть, на год раньше или на год позже. For Paul. Для Павла. We have the year Galatians was written. 48 год Галатам было And then the написано. year 50 when Thessalonians was written. И потом 1 Фессалоникийцам в 50 году было написано. Maybe one of the second most important date in New Testament history is the year 70. И, возможно, вторая наиболее важная дата в новозаветной истории это 70-й год. What happened then? Что случилось тогда? The Romans destroyed Jerusalem. Да, римляне разрушили Иерусалим. And around the year 95, И около 95-го года the Romans really began to persecute the Christians. римляне на самом деле начали преследовать христиан. Many of us think, oh, in the first century, the Roman Empire threw the Christians to the lions in the Colosseum. Может быть, многие из нас думают, в первом веке римляне бросали христиан диким зверям в Колизее. It's not really true. На самом деле это неправда. I mean, the Colosseum wasn't even built until about 50 years after Pentecost. Колизей даже построен не был. Он только через 50 лет после Пятидесятницы был построен. In addition, the Romans did not persecute the Christians in the first century. Да, и чтобы добавить, римляне вообще даже не преследовали христиан в первом веке. Except briefly in 64. Только немного в 64 году. And at the very end of the century. И потом до самого конца этого столетия. Persecution came from the Jews and from economic interests that were threatened. Вот, а на самом деле преследование пришло от иудеев и от экономических интересов, о которых они беспокоились. But in the second century, now it's illegal to be a Christian, and the Romans were the enemy. А вот во втором веке уже стало нелегальным быть христианином, и вот тогда римляне начали преследование. So whether it's Old Testament history, understanding the Egyptians, Так что, чтобы понимать ветхозаветную историю, нам надо знать or New Testament history, understanding the Romans. Вот, а для новозаветной истории нам надо понимать, что в Риме You происходит. have to have some basic understanding. Нам нужно иметь какую-то основу понимания. Because the biblical story takes place in time and space. Да, потому что библейская история, она произошла во времени в каком-то и в каком-то пространстве. It's not just an abstract idea. Это не просто какая-то абстрактная идея. It is concrete. Вот, это солидная вещь. It's solid, it's concrete. Just as God becomes flesh, God becomes man, so the story takes place in our world, in space and time. Это так же, как Бог стал плотью, точно так же вся эта история произошла в каком-то нашем времени, в каком-то нашем пространстве. And that's why sometimes we even have archaeological evidence for the story. И это почему иногда у нас даже есть археологические подтверждения этим историям. Here, this is the inscription that talks about Pilate, Pontius Pilatus. Вот камень, на котором написано о Понтии Пилате. Discovered in the year 1961. В 61 году был найден этот камень. When I was just a little boy. Когда я был все еще маленьким No, мальчиком. I did not discover it. Someone else did. Да, не я его нашел, кто-то другой. And this is so important. И это очень важно. It takes place in space and time. Это случилось во времени и в пространстве. Now, let's talk about the Roman peace, Pax Romana in Latin. Теперь давайте поговорим о периоде, который называется Римский мир, Pax Romana по латыни. What was so special about the first century? Что такого особенного есть в первом столетии? This is all important to know. Это очень важно для нас знать. Why didn't Jesus come earlier? Почему Иисус не пришел раньше? Well, for one, God was preparing His people. Galatians 3:24. Смотрите, во-первых, да, в Галатам 3:24 написано, что Бог готовил людей. You don't want to eat dinner before it's cooked. Вы сами не хотите есть обед до того, как он будет приготовлен. We couldn't begin our PowerPoint before the connections were right. Мы не могли начать нашу презентацию до того, как мы правильно не соединили все.
So there's a preparation that's happening during the Old Testament Так times. что было приготовление, которое происходило на протяжении всего Ветхого Завета. God was revealing himself progressively. Потом Бог, Он проявлял себя прогрессивно. You say, well, could they be forgiven in the Old Testament? Вы можете спросить, а можно ли было быть прощенным под Ветхим Заветом? Once I heard a young evangelist say this. Однажды я слышал, как молодой евангелист сказал вот что. Nobody was saved before the day of Pentecost. Никто не был спасен до Дня Пятидесятницы. I was shocked. Я был в шоке. I talked to him after. Я поговорил с ним после этого. What do you mean no one was saved? Я спросил, что ты имеешь в виду, никто не был спасен? You mean Mary and Joseph were lost? Ты имеешь в виду, что Мария и Иосиф, они потеряны? Abraham wasn't saved? Что Авраам не был спасен? But he was making a theological statement that was totally false. Но он сделал богословское утверждение, которое было полнейшей ошибкой. So how could people be saved in the Old Testament if Jesus had not yet died? Хорошо. Как же люди могли быть спасены в Ветхом Завете, если Иисус все еще не умер? That is a good question. Это хороший вопрос. Do you know? Вы знаете? So I give you an illustration. Давайте дам вам иллюстрацию. Maybe you've heard it before. It's okay, I'll say it again. Может быть, вы слышали ее раньше. Нормально, я скажу еще раз. Okay, I look in the audience, and right in front of me I see Sasha Telatnikov. Так, я смотрю на нашу аудиторию, прямо передо мной вижу Сашу Телятникова. Sasha's in trouble. И у Саши проблемы. In fact, he owes a lot of money to Sean. На самом деле он должен много денег Шону. This is illustration, this is fiction, not fact. Это иллюстрация, я придумал, это не факт. He owes Sean more money than he can pay. Он должен Шону больше денег, чем он способен ему заплатить. But Sasha has a friend. Но у Саши есть друг. Because Lusha Kravitz is his friend. Потому что Леша Кравец его друг. And Lusha says, I will pay the money you owe. И Леша сказал, я заплачу деньги, которые ты задолжал. What's a large amount, like $1 million? Yeah. Say it. Говорит, например, Саша задолжал $1 000 000. No, I don't know where Lusha got the $1 million. Я не уверен, что у Леши тоже есть миллион. Maybe it was the slot in the casino. Может быть, в казино он собирается. Whatever. So Lusha tells Sean, I will pay for Sasha. Но Леша, скажем, говорит Шону, я заплачу за Сашу. Lusha has taken responsibility for Sasha's debt. То есть Леша, он теперь взял на себя ответственность за Сашин долг. He will pay Sean. Он заплатит Шону. His word is good, and Sean trusts Lusha's word. Вот, а его слову можно верить, и Шон поверил ему. Question. Вопрос. Is Sasha now free? Саша теперь он свободен? Yes, he's free. Да, теперь он... Praise God, he says. Пусть благодарит Бога за то, что он... Second question. Второй вопрос. Has Lusha paid Sean yet? Леша уже заплатил Шону? No, not yet. Нет, еще не заплатил. But his word is good. Но его слову можно верить. You see, in the Old Testament, Смотрите, в Ветхом Завете God had already prepared Jesus' sacrifice, his atoning death. Бог уже приготовил жертву Иисуса, его избавительную смерть. Christ's word was good. И Слову Христа можно верить. The promise was trustworthy. И это обещание, то есть его обещанию можно довериться. And on the basis of what would happen on the cross, И на основании того, что произойдет на Христе в будущем, people in the Old Testament were freed from their sins, люди в Ветхом Завете, они были освобождены от even грехов, before Jesus died. даже до того, как Иисус действительно умер. Okay, maybe that helps you. Возможно, это поможет вам. Let's continue. Let us continue. Давайте продолжим. Jesus Christ came at just the right time. Итак, Иисус пришел как раз в нужное время. 1 Timothy 2:6. Именно вовремя. 1 Тимофея 2:6. But of course he comes into history. Но, конечно, он пришел в какой-то момент истории. And in New Testament period, the Romans are in charge. И в новозаветный период римляне, они владели этим миром. Who was in charge at the end of the Old Testament? Хорошо, кто владел миром в конце Ветхого Завета? Who was in charge? It's the Persians. It's the Persians. Да, персы на самом деле были самой могущественной силой того времени. And you may say, wait, so if you're thinking the Persians are in charge around the year 400 BC. Так что если вы думаете, примерно за 400 лет до рождения Христа
персы были самой могущественной силой. How do we get from the Persians to the Romans? Хорошо, как тогда римляне все захватили? Как там мы от персов перешли теперь к римлянам? The Old Testament prophesied that the Greeks would come. В Ветхом Завете есть пророчество о том, что придут греки. Even mentions their names, the Greeks. Даже имя их употреблено. And it says another empire will come, but it doesn't mention their name. И потом сказано, после них придет другая империя, но их имя уже не сказано. But who are those people in charge in the first century? Но кто эти люди, которые были могущественной силой в первом веке? It is. Это римляне. Sasha, it is Это the Romans, right? Саша сказал, что I'm looking at this Sasha. я знаю этого Сашу. No, there's more than one. Okay, Здесь больше, чем один Саша. the story is found in the Apocrypha, И истории, есть некоторые истории, которые были найдены в апокрифах, which is not in your Bible, but it's in the Orthodox Bibles. которые, может быть, не в ваших Библиях, но в православной Библии там есть еще апокрифы. This is part of the history that we need to learn. И это тоже часть истории, которую нам нужно изучить. But I'm getting ahead of myself. Let's Но я focus now. немного забежал вперед. Давайте сфокусируемся сейчас. The Romans are in charge, and their leader is the Kaiser. Итак, римляне владели миром, и их лидера звали Цезарь. And Kaiser is a Latin word. That's of course where you get the word Tsar from. Да, и Кайзер или Цезарь — это латинское слово, от которого произошло русское слово царь. And there were many Kaisers. И было много Цезарей. And these are the first century Kaisers. И вот Цезари первого столетия. So as you can see, August is the Kaiser when Jesus is born. Как вы видите, Август — это как раз Цезарь, при котором родился Иисус. He's crucified under Tiberi. Он был распят при Тиберии. And then you can see Caligula И потом Калигула, and all the others. и потом всех остальных. Probably most famous is Nero. Наверняка самый известный из них это Нерон. And then the other persecutor И потом следующий, который преследовал is христиан, Domitian Домициан, at the end of the century. в конце столетия уже. So he came in the Roman period because earlier God was still working in his covenant people, the Jews. Итак, Иисус пришел во время правления Римской империи, потому что до этого Бог работал с евреями, которые находились под Его Ветхим Заветом. But I think also he came in the Roman period because God was using the Romans to create the perfect conditions. Но я также верю, что Он пришел именно в период правления римлян, потому что римляне создали совершенные условия для этого. One was a linguistic condition. Первая вещь — это языковые условия. Communication. Коммуникация. Now you would think that the Roman Empire spoke Latin. Вы наверняка думаете, что в Римской империи говорили на латыни. You'd be wrong. И вы ошибетесь. Because at the imperial level they knew Latin, but the language of the empire was Greek. Потому что в Imperial level, the top level. Да, потому что на высшем, на уровне императора, да, люди говорили на латыни, но язык всей империи был греческий. Because Alexander the Great, Потому что Александр Великий centuries earlier, за столетия до этого began this program of making people learn Greek. начал свою программу по обучению людей греческому языку. Well, this was nice. Вот, и это было здорово. Because it meant that for many people in the Roman Empire, it signified that for many people in the Roman Empire, И это было существенно для многих людей в Римской империи, Greek was their first or second language. что греческий для них был первым или вторым языком. See, the apostles didn't go and speak in tongues so people would understand them. Смотрите, тогда апостолам им не надо было идти и говорить на иных языках, чтобы люди их понимали. Actually, they spoke in Greek. На самом деле они просто на греческом говорили. Or they used translators. Вот, или просто переводчика использовали. But that's another subject. Но это другой предмет уже. We'll deal with that later this year, the issue of the Holy Spirit and the miracles. Мы будем об этом чуть позже в этом году говорить, когда будем говорить о Святом Духе и чудеса. You say, well, is the Greek that they speak today in Greece the same as New Testament Greek? Вы спросите, а греческий, на котором люди сейчас говорят, и тот греческий, и в то время, это один и тот же язык? Нет, это разные языки. It's changed a lot. Он очень сильно изменился за это время. A second area that's very important И вторая область, которая очень важна, is the area of the roads. это область дорог. Not just roads, but travel in general.
не просто дорог, а в общем путешествии. So everyone's speaking the same language. Смотрите, все говорили на одном и том же языке. But also travel is possible. Travel is safe. Но также люди могли путешествовать, и путешествовать безопасно. Before the time of Augustus, до времени Августа, the Roman Empire was in a state of civil war. Римская империя, она была в состоянии гражданской войны. After or during this time, после этого или на протяжении этого времени, incredible roads are built. Были построены удивительные дороги. Sailing on the sea is safe because they've taken care of the pirates. Most of the pirates are gone. И путешествовать по морю тоже было очень безопасно, потому что римляне уничтожили почти всех пиратов. Yes, there are still thieves, there are still bandits, but not so many. Конечно, были еще, было немного бандитов, какие-то воры, но не так много. And best, и самое лучшее, to cross borders, you don't need a visa. Чтобы пересечь границы в Римской империи, тебе не нужна была виза. It's all one happy family, except it's not happy. Да, и это все была одна большая счастливая семья, кроме того, что, конечно, она была несчастливая. God used August to create these conditions. И смотрите, Бог использовал императора Августа, чтобы создать все эти условия. There's a common culture. Смотрите, была общая культура. Hellenization is the process of making things Greek. Вот, эллинизация, да, это процесс, в котором людей делали греками. It had to do with entertainment, like the sports and the theater. Вот, это касается развлечений, как спорт или театр. Literature and the arts. Литература, искусство. And so forth. И так далее. So in a way, people spoke the same language linguistically, but they also spoke the same language culturally. You understand? Да, так что в конце концов люди не только говорили на одном языке лингвистически, да, но они говорили на одном культурном языке. And people were empty. Вот, и люди были They were hungry. пустые, они жаждали. There was a feeling that the traditional religions were letting us down. They were disappointing us. У них было чувство, что традиционные религии, они оставили их, что они разочаровали их. And there's a sense of fatalism. И было это чувство фатализма, обреченности. People were looking at astrology, horoscopes. Люди, они обращались к астрологии, гороскопам. Like some people today. Как некоторые люди сейчас. It's not really that different. Вот, люди-то на самом деле не изменились так сильно. People are losing hope. Люди, они потеряли надежду. And at this time, the gospel message is more encouraging and more bright. И в это время послание Евангелия, оно было гораздо более ярким, более вдохновляющим. Oh, let me mention one other thing. Позвольте я еще одну вещь скажу. It's about the stability of the government. По поводу стабильности правительства. And this is at the top of the page, I think. И, скорее всего, это осталось там наверху страницы. Or did I lose something? Oh, I see. It should be D, but it doesn't. No. So the government is stable, and the government Смотрите, правительство оно было gives the стабильным. Jews much freedom. И это правительство дало евреям много свободы. Mainly because they tended to fight and rebel against the state, and they were impossible to govern without this freedom. В основном потому, что они были настолько, в любом случае они начинали бунтовать и взрываться, поэтому управлять ими нельзя было без того, чтобы дать им какую-то свободу. And the Christians were a sect within Judaism. И христианство, оно было сектой внутри иудаизма. So any protection the government gave to the Jews, the Christians also received. Так что любая защита, которую правительство оказывало евреям, христиане автоматически получали это тоже. Now, after the temple was destroyed, after Jerusalem was destroyed, Но после того, как Иерусалим был разрушен by the Roman armies in the year 70, в 70-м году римской армии, Christians' protection started to disappear. Защита христиан начала пропадать. And within a couple of decades, they were really on their own. И через пару десятилетий они остались сами по себе. But in that early period, Но в этот ранний период the church was protected. церковь она была защищена. The government gave considerable freedom to the Christians. Правительство оно давало относительную свободу христианам. What is it like in our time? Теперь, насколько это похоже на наше время? And I put some ideas up there. Я несколько идей написал здесь об этом. You can't read all of them, but most of them are there. Да, все вы не сможете прочитать, большинство там. What are the parallels between first century Roman Empire and those conditions and our time? Хорошо, есть ли какие-то параллели между Римской империей, их условиями и нашим временем?
What did you think of first? Вот, о чем вы думаете, первая вещь? Well, in language, of course, it's funny because we're using translation right now. Да, конечно, смешно по поводу языка, потому что прямо сейчас мы переводчика используем. But there is a parallel. Но на самом деле есть параллель, да. Yes, English is becoming more and more the language of technology. Да, а английский, он становится все больше и больше языком технологий. But let me give you another suggestion. Но дайте еще одну догадку вам. You know, on the planet Earth, there are almost 6,000 different languages. На планете Земля почти есть 6000 различных языков. However, most people on the planet, Однако большинство людей на планете, the planet's a lot bigger than the Eastern Roman Empire. Да, и планета, конечно, гораздо больше, чем Римская империя. Most speak just one of several languages, one of a few languages. Интересно, что да, на всей планете Земля большинство людей говорят на одном из распространенных языков. Like English, Например, or Chinese, на английском, или на китайском, or Russian, или на русском, or Arabic, или арабском, or Spanish. или испанском. See, so it's amazing, 90 or 95% of the planet Интересно, что 90-95% всей планеты, speak just a few languages они говорят всего лишь на нескольких языках. as their first language or maybe their second language. Как на первом или втором языке. And now we have online translators, don't we? Online А translation. теперь у нас еще есть и онлайн-переводчики в интернете. You know, I get thousands of emails every year. Вы знаете, я тысячи писем каждый год получаю. You know, Bible-wise. Вот, знаете, вопросы по Библии. And sometimes people who write to me use online translation. Иногда люди, которые пишут мне, они используют вот эти переводчики автоматические. If you did this, it's okay. It's Так что, okay. если вы делали это, But sometimes it's very interesting. это нормально, но иногда это настолько интересно. Wait, I know that's not the way we would put it in English. Я знаю, что это точно не то, как мы говорим по-английски. That brother was cheating. That sister was cheating using an online translator. Но эти люди, они, короче, хитрили, они использовали переводчики You know, when автоматически. you tell a joke Когда вы рассказываете шутку and you translate it from one language to another, и переводите ее с одного языка на другой, it's usually not very funny. Обычно это не так уже смешно. You have to explain the background, the culture. Потому что тебе надо объяснить всю культуру, Maybe you have to explain the history, the geography. может быть, еще историю, географию. It's not funny. Так что не так уже и смешно. But when you go from one language to another, Но когда ты от одного языка к другому переходишь, humor comes from the mistakes, the errors, the misunderstandings. вот, а юмор, он возникает как раз из ошибок, из непонимания. Isn't that right? Правда? Да. But we're living in a world that's becoming smaller linguistically. Так что мы живем в мире, который становится все меньше и меньше лингвистически. It's easier and easier to travel. Все легче и легче путешествовать. And you can send a message from one side of the world to the other И вы можете послать послание с одного края мира на другой. in a few nanoseconds. Буквально за несколько наносекунд. How many of you use the internet? Сколько из вас используют интернет? No. Many, most. Да, большинство из вас, да? 10 years ago, how many of you were using the А internet? вот 10 лет назад, сколько из вас использовали интернет? Not so many. Не так много. It's amazing how things are changing. Да, удивительно, как все изменилось, да? And we're becoming so sophisticated. Вот, и мы стали такими сложными вообще уже. You know what I got a few weeks ago? Вы знаете, что я получил несколько недель назад? My wife and children bought me a Christmas present. Моя жена с детьми купили для меня рождественский подарок. It's an iPod. Это iPod. So I'm becoming very cool. Так что я очень крутым тебе стал. See, we all speak the same language. Видите, мы все на одном языке говорим. Any other parallels? Еще параллели. Of course, it's all right there. And so I'm suggesting Но я предполагаю, вы все параллели все равно я там написал уже. that we're living at one of the best times in history Но я верю, что мы живем в одной из самых лучших времен в истории. for the spread of the gospel Для того, чтобы распространять благовестие. since the first century. Начиная с первого века. In the first century, Потому что в первом веке a small part of the world was evangelized. очень маленькая часть мира была евангелизирована. Oh, the Eastern Mediterranean, Это все Восточное Средиземноморье, Northeast Africa, Северная и Восточная Африка, a few places in Western Europe, несколько мест в Европе, Southern India, Западной, Южная Индия, but almost nothing else. но
Больше ничего в основном. They didn't even know about the rest of the world. Потому что люди даже не знали, что есть остальной мир. Now we know about the world. А теперь мы знаем о мире. And we have the means, we have the И ability у нас есть средства, у нас есть возможность, to take the gospel. чтобы пронести благовестие. We should appreciate that. И нам нужно ценить это. And so right now we're going to take a break. Так что сейчас у нас будет перерыв. Actually, to tell you the truth, we can take questions for 10 minutes if that's useful. На самом деле, до этого у нас есть 10 минут для вопросов, если это будет полезно. Because I finished earlier than I thought I would. Потому что я закончил раньше, чем я думал. So we'll take 10 minutes. Так что 10 минут. And then we'll take a 15-minute break. И потом у нас будет 15-минутный перерыв. Then we'll have a shorter class, second class. Потом у нас будет второй класс, гораздо короче, чем этот. And then lunch break. И потом перерыв на обед. And then in the afternoon we'll move from New Testament survey to И потом, New Testament interpretation. после обеда мы перейдем от обзора Нового Завета к толкованию Нового Завета. Okay, we've got 9 minutes left. Так что у нас 9 минут уже осталось. Why don't you call on people? Сергей, какого плана будет экзамен? Вопрос был, какого плана экзамен будет у нас? Now, this is still being developed. Это все еще находится в стадии разработки. The examination will probably be on March the 2nd. Скорее всего, экзамен будет 2 марта происходить. We'd like to give you a few weeks to prepare. Мы хотели дать вам несколько недель, чтобы подготовиться к этому. But even the nature of the examination and the length of the examination is not yet determined. Но, знаете, до сих пор даже природа или продолжительность экзамена до сих пор не So, определены. you have the ability to influence the process. Так что вы можете повлиять на процесс. By making suggestions, Предлагая что-то, you can talk with Masha вы or можете с Sean Машей поговорить или с Шоном, or me, или со мной. or you can just go home and pray desperately. Или просто можете идти в отчаянии молиться дома. Don't be afraid. Пожалуйста. I should also say this, Я также хочу сказать это. that many things that I say in the class, Большинство вещей, которые я сказал в классе, you don't need to know. вам даже не надо это знать для I'm экзамена. always giving you more than you really need. Я на самом деле даю вам больше, чем вам даже нужно. So if you just understand a lot of it, much of it, Так что если вы даже большую часть этого поймете, you'll be okay. с вами будет все в порядке. Вы сказали, что в воинские времена люди потеряли надежду. Что это был за процесс? Еще раз повторю. Вадим спрашивает, что Даг сказал, что во времена, в первом веке люди потеряли надежду. Да, почему? Почему так произошло? They lost their hope because traditional religions could not save them. Они потеряли надежду, потому что традиционные религии они не могли спасти их. Save them from what? Спасти их от чего? Вопрос, конечно. It seems the ancient writers often spoke of a sense of meaninglessness. Когда читаешь древних авторов, ты чувствуешь это чувство безнадежности, о котором они пишут. Of course, they also spoke about the children dying young, the mothers dying in childbirth, disease. Они пишут о том, что дети умирают маленькими, матери умирают, рождая детей, множество болезней уносит людей. Poverty and other social issues. Бедность, остальные социальные проблемы. But there's a sense of emptiness. Но во всем этом есть чувство пустоты. In the last century, И в последнем веке the psychologist Carl Jung said, Карл Юнг, имеется в виду в 20 веке, Карл Юнг сказал, the psychologist said, that the central neurosis of our time он сказал, центральный невроз нашего времени is emptiness. – это пустота. I think it's still true. Я верю, что это все еще правда. I don't think we're that different to the people Я не думаю, что мы 2,000 years настолько ago. отличаемся от людей, которые жили 2000 лет назад. Саша, вот из Одессы, я хотел задать вопрос. Саша из Одессы. По поводу, могут ли люди быть спасены в Ветхом Завете. Вот там писалось, просто как-то не понял связь, то, что вроде бы да, а другой пункт был, что нет спасения вне Завета. То есть, как это противоречия какие-то. Сейчас я дам интервью, потом я вам скажу.
Куда это вы собрались, ребята? Так волнуются. И, ребят, перерыва еще не объявляли. Через 10 минут. Are you asking about the Jews or the Gentiles before Christ? Ты спрашиваешь о евреях или о язычниках до Христа? Ну, вообще, просто, как мне показалось, что есть в этих двух пунктах противоречия. В одном говорится, что да, может быть, Там нет ни... а в другом говорится, что нет спасения вне завета. Вот мне И приводится отрывок Римлянам 2:12. Это именно и значит, что нет спасения вне заветов, что сейчас есть Новый Завет, а тогда был Ветхий Завет, что нет спасения вне завета. Люди были или под Ветхим, или под Новым. Они были спасены или Там имеется, второй пункт имеется в виду Ветхий Завет. Ветхий Завет. Но если язычник коробка, то это было важно. Okay, there's no salvation except in Christ. Да, смотрите, давайте так скажем, нет спасения вне Христа. So I was simply explaining how through God's Word, Так что я просто объяснил, как через Божье Слово people could be saved even before Christ. люди могли быть спасены даже до Христа. But they had to be part of the Old Covenant. Но они должны были быть частью Ветхого Завета тогда, чтобы быть спасены. So if someone did not know about the true God, Так что если кто-то не знал об истинном Боге, even if he was a good person, даже если он был хорошим человеком, even if his conscience was pretty good, даже если его совесть была очень he хороша, would not be saved. он все равно не был бы спасен. And that is what the Apostle Paul taught. И это вот о чем как раз и говорит апостол Romans Павел chapter в 2. Римлянах во 2 главе. Romans 2 verses 12 and 13. Да, 12 стих. Okay, we take one last question before the break. Понятно? Sisters can ask also. Последний, Sisters. все сестры тоже могут Yes. спрашивать. Если человек не знал ничего, то это совесть оправдывает или обвиняет этого человека. Если по совести человек может прощен. То есть вопрос вот как раз об этом. Да, Римлянам, там написано, что если у человека есть добрая совесть, то, возможно, он будет спасен, потому что... Yes, it's true. Verse 14 mentions the conscience. Да, это правда. В этом стихе, там упоминается совесть. Verse 14, but it never says they'll be saved by having a good conscience. Но там никогда не сказано, что человек будет спасен, имея... In fact, it says the opposite. На самом деле там сказано обратное. Look at verse 12 and verse 13. Посмотрите на 12 и 13 стихи. Now, you may say this is unfair. Вы можете сказать, но это несправедливо. So even if you have a relatively good conscience, you're still lost. Даже если у тебя относительно чистая совесть, ты все равно будешь потерян. Да. Yes, I've heard preachers say, if you didn't hear the word, then if you have a good conscience, you're saved. I've heard preachers say that. It's not true. Я слышал, как проповедники, они говорят, даже если ты не слышал Слово Бога, но у тебя, тем не менее, добрая совесть, хорошая совесть, то ты будешь спасен. Он говорит, это неправда. What is true, however, библейски неправда. Что же тогда, что же истина тогда? is that person's experience of the judgment day, что эти люди, они в день суда, the one who was more sincere or had better conscience, что те люди, которые были более искренними, или у них была более чистая совесть,